Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 7 марта, пятница. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Ночью сообщили, Израиль рассматривает возможность сокращения обмена разведданными с Соединенными Штатами. Все это из-за опасений по поводу недавнего потепления отношений между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники, осведомленные об этом вопросе. Также сообщается, что несколько других давних союзников США, включая Великобританию, Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Саудовскую Аравию, также рассматривает возможность внесения изменений в свои протоколы обмена разведданными. Среди опасений, разделяемых различными союзниками США, есть опасения, что может быть раскрыта информация о важных зарубежных активах, что поставит их под угрозу на фоне примирения США с Россией. Ссылаясь на неназванные источники, NBC сообщает, что обсуждения о возможном сокращении обмена разведданными между Израилем и США уже ведутся, но никаких решений пока не принято. В это же время неназванный израильский чиновник опровергает содержание материала NBC и говорит, что сотрудничество между Израилем и Соединенными Штатами на всех уровнях, включая и обмен важнейшими разведывательными данными, является таким же крепким и прочным, как и прежде. Главные новости Израиля продолжаются в прямом эфире на Радио Мария. Президент США Дональд Трамп защищает беспрецедентные прямые переговоры своей администрации с Хамас. Заявляет, цитирую, «Мы помогаем Израилю в этих переговорах, потому что речь идет об израильских заложниках». Конец цитаты. Однако Израиль выступает против прямых переговоров США и Хамас. Об этом сообщил ранее неназванный израильский чиновник, знакомый ситуации. Выступая перед журналистами во время подписания указа в овальном кабинете, Трамп сказал, цитирую, «Мы ничего не делаем в отношении Хамас, мы не даем им денег. Нужно договариваться. Есть разница между переговорами и оплатой. Мы хотим вытащить этих людей», — говорит Трамп. Размышляя о своих встречах с группой из 8 освобожденных заложников Хамас в прошлую среду, Трамп сказал, что не мог поверить в их рассказы о том, как плохо с ними обращались в плену. Они хотят знать, можем ли мы просто продолжить освобождение дополнительных заложников, говорит Трамп. У нас осталось 59 человек, из них 24 живы, остальные нет. Те 24, которые живы, они не в очень плохом состоянии. Я сделал заявление, которое говорит само за себя, продолжает Трамп, имея в виду ультиматум, который он ранее выдвинул для Хамас, требуя немедленного освобождения оставшихся заложников, или же Хамас будет уничтожен. Мы хотим вызволить этих людей. Если бы вы видели мою встречу с бывшими заложниками Хамас, то, как они говорили о своем пленении, это было ужасно. Газа может быть хороша, но ею нужно управлять как следует. Сейчас в Газе полный бардак, и так продолжается уже много-много лет и десятилетий, завершает президент США Дональд Трамп. В это же время специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткоф признает, что существует большая неопределенность относительно того, что произойдет дальше в Газе после того, как президент США ранее выдвинул ультиматум Хамасу немедленно освободить всех заложников или он уничтожит группировку. Могут ли США присоединиться к Израилю в военных действиях против Хамас, Уиткоф отвечает, мы являемся гарантом процесса. Сегодня Израиль контролирует Газу, а контрагент Хамас. Любые действия в основном исходят от Израиля. Но вы слышали, как президент Трамп сказал, что он дает все, что им нужно, имея в виду Израиль. Это израильтяне будут действовать, имея в виду боеприпасы. На вопрос о том, имеет ли ультиматум Трампа конкретный срок, Уиткоф отвечает: «Я думаю, что такая дата определенно есть, но я не вправе ее обсуждать», заявил специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткоф.
Ну и Хамас предупреждает, что любая эскалация израильских военных действий против группировки в Газе, скорее всего, цитирую, приведет к ликвидации некоторых заложников. Группировка добавляет, что угроза Израиля начать войну и вести блокаду с фурами не обеспечат освобождение заложников. Хотя группировка говорит, что по-прежнему привержена соблюдению соглашения о перемирии с Израилем, первый этап которого недавно завершился. Я же напомню, что после окончания первой фазы прекращения огня в секторе Газа по-прежнему удерживаются 59 заложников, по меньшей мере 35 из которых, по данным армии обороны Израиля, не выжили. Новый начальник Генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир посетил войска в секторе Газа в рамках своего первого рабочего дня. Цитирую: «Всегда будьте готовы, всегда будьте бдительны, всегда тренируйтесь», — говорит Замир. «Если вы посмотрите назад, вы увидите дома Сдерота. Вы защищаете мирных жителей Сдерота. Вы наша линия обороны», — говорит начальник Генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир. Сегодня же Эяль Замир встретится с семьями израильских солдат, которые удерживаются в заложниках в секторе Газа. Всего же Хамас удерживает 14 мужчин-солдат, 8 из которых официально объявлены армией обороны Израиля павшими. СМИ Израиля распространили информацию о том, что якобы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу намерен сократить охрану бывшего министра обороны Йоава Галланта. СМИ сообщают, что офис Нетаньягу изучает несколько способов снижения уровня безопасности, который предоставляется Галланту. В ответ же на эти сообщения канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу заявила, что вся эта информация, цитирую, «тревожная фейковая новость», а представители Галланта отказались от комментариев. אני פונה אליכם היום במסר שאני לא יכול להמשיך לשמור רק לקרובים אליי. מצד אחד, אני שמח כל כך לחזור הביתה, לראות שוב את אמא שלי, את האנשים היקרים לי, את חברה שלי, ולראות את כל האנשים שהתפללו וכל כך קיוו לשלומי. אך מצד שני אני לא מצליח להתנתק מהחטופים שעדיין נמצאים שם בעזה, מהאנשים שנשארו מאחור. אני חושב רבות על החברים שלי, במיוחד על בחור אחד שיצא לי לפגוש לתקופה קצרה בשבי, בשם רום ברסלבסקי. Бывший заложник Хамас Александр Труфанов опубликовал видео, в котором рассказал, что похищенный молодой человек по имени Ром Браславский жив. В видео Труфанов говорит, что несмотря на радость и облегчение от возвращения домой, он, цитирую, «не может забыть о тех, кто все еще остается в плену в Газе. Я много думаю о своих друзьях и особенно об одном человеке, с которым я встретился в плену. Его зовут Ром Браславский. Ром, я надеюсь, что мой голос принесет тебе свет и надежду в том темном месте, где ты сейчас находишься. Я хочу, чтобы ты знал, я и твои друзья, твоя семья и весь Израиль молимся за тебя и делаем все возможное, чтобы добиться твоего освобождения», говорит Александр Труфанов. Молодой человек, о котором рассказал Труфанов, Ром Браславский. Ему 20 лет, он работал охранником, когда 7 октября был захвачен в плен Хамас на музыкальном фестивале. Ром Браславский из Иерусалима был одним из нескольких охранников, которые пытались спасти других тем ранним утром. Около 10:30 утра 7 октября 2023 года он связался с матерью и сообщил ей, что с ним все в порядке, и он скоро будет дома. Но домой он не вернулся. По словам других выживших, которые видели Браславского утром 7 октября 2023 года, он вывел в безопасное место 2 молодых женщин, затем же был ранен в обе руки. Он продолжал пытаться спасти других. В последний раз его видели в 13:30 7 октября, когда он помогал молодой женщине выбраться из мусорного контейнера, где она пряталась, и направиться в более безопасное место. Жителю Холона предъявили обвинение за то, что он перевозил закладчика детонирующего устройства в Бат-Яме. Именно этот опасный пассажир несет ответственность за размещение взрывчатки в автобусах, который
в Хулоне в Батьяме в прошлом месяце. Обвиняемый сообщил следователям, что в тот день он дважды перевозил закладчика. За эту услугу водитель получил 450 шекелей. В первый раз водитель доставил террориста на КПП в Иудее-Самарии, но второй раз перевез его с КПП в Батьям. Водитель признался, что не знал, что его пассажир собирается что-то закладывать в автобусы в центре страны. «Он сидел рядом со мной с сумкой, я не знал, что у него там взрывчатка», сообщил обвиняемый следователям. После предъявления обвинения водителя освободили под домашний арест, поскольку судья не счел, что имеются доказательства того, что он знал о том, кого он перевозит. Добавлю, что все закладчики детонирующих устройств в Батьяме и Холоне до сих пор не задержаны. Эйнав Зангаукер, чей сын Матан находится в заложниках в Газе, снова заявляет, что кабинет министра Биньямина Нетаньяху, цитирую, «несет прямую ответственность за происходящее. Люди понимают, что кровь похищенных на руках Нетаньяху, что он не хочет вернуть всех похищенных и прекратить войну. Ему нужно продолжение этой войны, чтобы он мог избежать суда», полагает Зангаукер. В это же время Ярон Зангаукер, отец Матана Зангаукера, до сих пор редко высказывался публично, несмотря на то, что его бывшая жена Эйнав Зангаукер, мать Матана, активно участвует в демонстрациях. В своем первом интервью Ярон Зангаукер сказал, цитирую, «Я рад за семьи, которым возвращаются их близкие. Никто не ожидал, что возвращение заложников займет так много времени. Но есть вера, есть силы. Мы собираем силы». Выяснилось, что Ярон Зангаукер не поддерживает громкие протесты на Каплан и крики отчаяния, а предпочитает действовать за кулисами, ибо убежден, что протесты только повышают цену, которую требует Хамас. «Я думаю, что это вредит моему сыну. Цена растет, когда враги видят весь этот хаос на улицах Израиля», заключает Ярон Зангаукер. Полиция Израиля просит помощи в розыске 33-летнего Алона Ландау из Тель-Авива. В последний раз его видели 26 февраля в Тель-Авиве. С тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы пропавшего: вьющиеся волосы, носит очки, среднее телосложение. Все, кто что-либо знает о месте нахождения пропавшего, просят позвонить в полицию Израиля по номеру 100. Сейчас фотографию Алона Ландау вы видите на своих экранах, видеоверсию наших новостей на YouTube-канале Радио Нария. Напомню, что вернулся официальный YouTube-канал Радио Нария. Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Подпишитесь уже сейчас. Ссылка на наш телеграм-канал будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Не смотрите фейки и ложь. Появился фейковый канал новостей Израиля, обложки видео которого очень напоминают обложки Радио Нария. Канал распространяет ложь. В ближайшее время канал будет заблокирован. Чтобы не попасть на фейковый канал новостей Израиля, обратите внимание, на оригинальном канале Радио Нария на обложке видео указано, что это Радио Нария. Такая же информация есть и на нашем резервном YouTube-канале. Если же вы хотите поддержать Радио Нария, можно сделать это прямо сейчас. Для этого подпишитесь на наш YouTube-канал. Нажмите на кнопку «Подписаться». Также нажмите на палец вверх под этим видео, если видео вам понравилось. Или же на палец вниз, если видео не понравилось. Оставьте свой комментарий. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже в воскресенье, 9 марта, в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова в прямом эфире. Шаббат шалом и до встречи.